Всем привет, это Дари, и сегодня у нас как бы рождественский влог в Нидерланды. Поехали! Все как обычно начинается с поездки на поезде, поскольку из Дебрецена есть возможность улететь всего пару раз в неделю в ограниченное число городов. К сожалению, мой график перелетов с графиком постоянных курсирующих самолетов не пересекается, так что все пути лежат в Будапешт. С классической задержкой в 15 минут мы таки добрались до моей остановочки. Это Ферихик, родная, горячо любимая станция, потому что именно тут посреди нигде у меня пересадка на городской автобус до аэропорта. А вот, собственно, и он. Я тут, кстати, продолжаю играться с форматами видео и ищу тот вариант, что будет удобен как для съемок, монтажа, так и понравится вам. Так что в конце видео дайте мне знать в комментариях, как вам вообще видео в таком формате. Ладно? Итак, рассказываю про поездку. Сейчас мы сначала летим в Париж, а оттуда на автобусе выдвигаемся в Роттердам. Это будет стартовая точка для всего путешествия. Итак, у нас новый день, мы выдвинулись на поезде в Амстердам, так что вот вам местные виды. Если что, съемки были чутка сумбурные, так что не удивляйтесь, что часть очевидных мест остановок в виде вокзалов, кафе и мест проживания пропущена. Мы ведь здесь с вами собрались на красивые виды посмотреть, правда? Этот влог называется как бы рождественским, потому что он снимался как раз-таки в канун католического Рождества, но отсматривая ролики из поездки я поняла, что именно рождественскую атмосферу особо и не снимала, потому что а зачем? Вы же гирлянду в своей жизни видели, правда? Так что давайте лучше посмотрим на город, ладно? По скриптам. Это была семейная поездка, так что вот эта группа туристов в кадре — это моя родня. Они там еще будут появляться, так что не пугайтесь, я их не преследую, это мы просто вместе приехали. А еще нам безумно повезло попасть на рождественскую службу в одной из церквей. Только посмотрите, какая там красота. Вообще город потрясающий. Еще бы не было так холодно, было бы просто супер. По скрипту. Было -3, но из-за ледяного ветра это ощущалось как -10.
Еще в Амстердаме огромное количество чая. Они безумно настырные, постоянно выклянчивают еду у всех и просто как наши голуби, честное слово. Замерзнув окончательно, мы выдвинулись обратно в Роттердам. Итак, у нас новый день, и сегодня мы поедем с вами к океану. Из городка Схидам мы на велосипедах отправились в соседний город Дельф и сначала прогулялись по нему. Извините, моих страданий от езды на велике здесь не будет, но про местную инфраструктуру мы еще поговорим. Итак, начнем с маленького кусочка местных видов. И только разгулявшись, мы отправляемся на трамвае в Гаагу ради выхода к океану. И вот он! Если я думала, что погода в Амстердаме тогда была плохая, то нет, извини, вот этот ветер на берегу, вот что такое плохая погода. Хотя местным нормально, как вы можете заметить, но я думаю, это исключительно дело привычки, потому что ветер был безумный. Тут слишком холодно, так что поехали лучше обратно. Так, а теперь про велосипед. Вот тут вы видели велопарковку в центре города, рядом с железнодорожной станцией. И знаете, вот велосипедов здесь больше, чем я когда-либо видела, даже в самых крупных спортивных магазинах лет. Вообще в Нидерландах действительно все заточено под велосипеды. Вот такие парковки есть как платные, так и бесплатные. Велодорожки просто с идеальнейшим асфальтом, разметкой, светофорами на всех перекрестках. И вообще в целом все правила действительно заточены на то, чтобы люди передвигались по городкам и между ними на велосипедах. Нагостившись, выдвигаемся обратно в Париж и оттуда самолетом в Будапешт. В общем-то, вот такая у нас вышла поездка в этот раз. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Как вам новый формат? Если понравился этот влог, ставьте лайк и увидимся в следующих видео. Пока!